Война. День 211. Ситуация на фронтах. После объявления мобилизации в России на выезд из страны выстроились очереди машин, а также были распроданы билеты на ближайшие рейсы. Видимо, эти люди трезво оценивают свои шансы в случае мобилизации, ведь за полгода в Украине погибла огромная часть профессиональной, прошедшей подготовку и учения перед вторжением российская армия на современной технике, которой противостояла плохо вооруженная украинская армия. Теперь же у России проблемы с современной техникой, а Украина продолжает насыщаться западным оружием, и шансы у мобилизованных выжить явно ниже, чем у первой волны вторжения. Вчера состоялся обмен пленных, в результате которого были освобождены 215 украинских военных, в том числе командиры Азова и морпехов, оборонявшие Мариуполь. В обмен россияне получили 55 своих военных и одного Медведчука. Тут забавно, что российские Z-патриоты вместо того, чтобы порадоваться освобождению своих, злятся освобождению украинцев, хотя, казалось бы, это у них девиз «своих не бросаем». Восток. Россияне предприняли контрнаступательные действия в направлении Купянска, но продвинуться и оттеснить украинцев за Оскол у них не вышло. Южнее продолжаются бои в районе Лимана, и город сейчас оспаривается. По некоторым сообщениям, Дробышево было освобождено, и это создает угрозу российским войскам в Лимане. Украинский генштаб сообщает о боях за Коровий Яр, что таки свидетельствует о освобождении Студенка, но кадров, подтверждающих это, пока не поступало. Также поступают сообщения о продвижении украинских войск к Редкодубу, а вот о дальнейших продвижениях со стороны Белогоровки информации нет. Бои вдоль трассы Т-1302 за Солидар и на подступах к Бахмуту, где россиянам удается постепенно продвигаться. В Бахмуте был взорван мост, соединяющий промзону с центром. В районе Донецка украинские силы отражали российские атаки в Марьинке и в направлении Новомихайловки. Юг. Продолжаются активные действия украинской авиации в Херсонской области. Сообщается о 41 ударе по российским позициям. Это довольно существенный рост в сравнении с прошлыми месяцами. На земле, судя по опубликованным кадрам, части украинской 28-й механизированной бригады атаковали россиян в Правдино и вышли на окраину. Однако в ходе контратаки российских войск украинские войска были отброшены и потеряли несколько единиц техники. Спасибо за просмотр, буду рад вашим комментариям адекватным, лайкам, подписке и колокольчику.